Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какой красивый узор с косами, с необычными косами. Мы сегодня с вами свяжем. Это узор к модели из интернет-магазина Chic-Wash. Вот такой замечательный пуловер в этом магазине. И схему к узору из этого пуловера составила наша старая знакомая Irene Blizzard. Мы уже делали много мастер-классов по ее схемам к узорам моделей известных брендов, моделей из интернет-магазинов. Ссылки на мастер-классы смотрите под видео. Заходите в группу к Ирине ВКонтакте. Ссылки я тоже оставлю под видео. А мастер-класс я делаю по просьбе Надежды Чагадановой. Она попросила показать, как вязать вот эти перекрещивания. Давайте посмотрим на схему. Узор несложный. Основная сложность заключается в том, что часть перекрещиваний у нас будет в лицевых рядах, и часть перекрещиваний у нас будет в изнаночных рядах. Вот в изнаночных рядах и возник вопрос, как перекрещивать петли в изнаночных рядах. Схема составлена для кругового вязания. Это значит, что на схеме показаны все ряды как лицевые. В изнаночном ряду мы будем вязать петли, читая схему, их условное обозначение в схеме наоборот. Лицевая петля на лицевой стороне, вот пустая клеточка, это лицевая петля на лицевой стороне, изнаночная петля на изнаночной стороне. И если на изнаночной стороне будет показана изнаночная петля, то мы будем вязать ее лицевой петлей. Это при поворотном вязании. При вязании по кругу мы читаем все ряды справа налево и вяжем их как лицевые. Что еще важно для новичков? Раппорт узора составляет 16 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Если мы вяжем по кругу, то мы набираем нужное количество раппортов по 16 петель. Если мы вяжем поворотным вязанием, то мы набираем нужное количество раппортов по 16 петель плюс 4 петли для симметрии узора. Мы с вами свяжем сейчас один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Набираем на спицы 22 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем одну изнаночную, 2 лицевых, одну изнаночную. Это вертикальная дорожка. Далее 12 лицевых. Это у нас будет узор с косами. Мы провязали раппорт узора в ширину и петли для симметрии узора. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. Во втором изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды, где петли вяжутся по рисунку, я в видео буду пропускать. Я просто вам буду напоминать, что у нас петли вяжутся по рисунку.
мы провязали 2 ряда. Смотрим внимательно на схему. Третий лицевой ряд и 4-й изнаночный ряд мы вяжем точно так же, как провязали сейчас 1 и 2. То есть мы сейчас вяжем петли по рисунку и в 3 и в 4 ряду. Давайте самостоятельно эти 2 ряда провяжем. Провязали еще 2 ряда, всего провязали 4 ряда. 5-й лицевой ряд. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 3 лицевых. Затем берем дополнительную спицу и оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Перекрещиваем 6 петель в левую сторону. Провязываем 3 лицевых. Вяжем не туго. И петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Далее у нас будет 3 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых и 1 изнаночная. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Седьмой лицевой ряд. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. Далее 6 лицевых. И снова перекрещиваем 6 петель в левую сторону. 3 петли оставляем перед работой на дополнительной спице. Вяжем 3 лицевые. И петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. И петли дорожки. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. 8-й изнаночный ряд. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая, петли дорожки провязали, 6 изнаночных. И теперь мы будем перекрещивать 6 петель, 6 изнаночных петель в левую сторону. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 3 изнаночных. И петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными. То есть точно так же, как мы на лицевой стороне перекрещивали 6 лицевых влево, вот на изнаночной стороне мы перекрещиваем 6 изнаночных в левую сторону. Точно так же. И у нас будет лицевая, 2 изнаночных, лицевая. 9-й лицевой ряд, петли провязываем по рисунку. Десятый изнаночный ряд. Здесь мы снова будем перекрещивать петли. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 3 изнаночных, и петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем изнаночными. Далее 3 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Вот и вся премудрость. Перекрещивание петель в левую сторону в 4 рядах. В 2 рядах мы перекрещиваем по лицевой стороне, и в 2 рядах мы перекрещиваем по изнаночной стороне. Главное не запутаться, в каких рядах мы перекрещиваем петли в лицевых или в изнаночных.
Ну, а теперь смотрим внимательно на схему. Далее с 11 по 16 ряд мы провязываем петли по рисунку. И в лицевых и в изнаночных рядах, вот 6 рядов мы провязываем петли по рисунку. И это у нас будет раппорт в высоту. Провязали один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Далее узор повторяем с первого ряда. Фактически здесь нужно запомнить, как вязать 6 рядов узора с косами. Вот 6 рядов с перекрещиваниями петель. Все остальные ряды у нас вяжутся по рисунку. Понравился вам узор? Давайте скажем спасибо Iron Blizzard за схему узора и спасибо Надежде Чекадановой за ее просьбу сделать мастер-класс. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!